Катастрофа Коста Конкордия – это трагический морской инцидент, произошедший 13 января 2012 года с участием итальянского круизного лайнера. Лайнер с более чем 4200 пассажирами и членами экипажа сел на мель у побережья Изола-дель-Джилля в Италии, в результате чего погибло 32 человека и был нанесен значительный ущерб окружающей среде. 13 января 2012 года в 20 часов 32 минуты лайнер под командованием капитана Франческо Скеттино выходит из порта Чивитавеккья в Италии с более чем 4200 пассажирами и членами экипажа на борту. 21 час 45 минут капитан Франческо Скеттино решил отклониться от запланированного курса лайнера и направиться ближе к острову Джилля, где лайнер в конечном итоге сел на мель. Это отклонение не было частью запланированного маршрута и предположительно было сделано для выполнения маневра «Салют» близкого прохода, предназначенного для демонстрации лайнера жителям Джилля. 21 час 46 минут бригада мостика лайнера замечает, что лайнер отклоняется от запланированного курса, но не предпринимает немедленных действий. 21 час 57 минут. Лайнер врезается в подводную скалу, известную как Ля-Сколи, расположенную недалеко от побережья Джилля. В результате удара в корпусе лайнера образовалась брешь длиной 53 метра, 174 фута, в результате чего несколько отсеков были затоплены. 21 час 58 минут. Капитан Скеттино пытается оценить ситуацию и сначала считает ущерб незначительным, недооценивая серьезность инцидента. Водонепроницаемые двери лайнера, предназначенные для предотвращения затопления, не закрываются должным образом, что усугубляет ситуацию. 22 часа 5 минут. Лайнер начинает крениться на правый борт, поскольку вода продолжает заливать его. Пассажиры начинают паниковать, а члены экипажа изо всех сил пытаются дать четкие инструкции. 22 часа 30 минут. Крен ухудшается, что затрудняет развертывание спасательных шлюпок по правому борту лайнера. Приказ покинуть лайнер отдается не сразу, что способствует путанице и задержкам в эвакуации. 22 часа 40 минут. Капитан Скеттино наконец приказывает эвакуировать лайнер более чем через час после первого удара. Некоторые спасательные шлюпки приходят в негодность из-за сильного крена лайнера, и многие пассажиры и члены экипажа вынуждены прыгать в холодную воду, чтобы доплыть до берега. 14 января 2012 года в 0 часов 34 минуты ночи капитан Скеттино слышен в записанном телефонном разговоре с сотрудником береговой охраны, который отказывается вернуться на лайнер и продолжить усилия по эвакуации. 15 января 2012 года капитан арестован, и ему предъявлено несколько обвинений, в том числе непредумышленное убийство, крушение и оставление лайнера до того, как все пассажиры были эвакуированы. 22 января 2012 года поисково-спасательные работы продолжаются, но надежда найти выживших уменьшается. Окончательное число погибших составляет 32 человека, многие тела оказались запертыми внутри частично затопленного лайнера. Затопление лайнера имело широкомасштабные последствия, которые затронули различные аспекты, включая круизную индустрию, судебные разбирательства, воздействие на окружающую среду и правила техники безопасности. Наиболее значительным последствием катастрофы стала гибель 32 человек и ранение многочисленных пассажиров и членов экипажа. Трагическое событие оказало глубокое влияние на семьи и друзей жертв и оставило неизгладимый эмоциональный шрам на тех, кто выжил. Судебные разбирательства и уголовные обвинения капитана лайнера Франческо Скеттино столкнулись с юридическими последствиями за свои действия во время и после инцидента. Ему было предъявлено обвинение в нескольких правонарушениях, включая непредумышленное убийство, крушение и оставление лайнера до того, как все пассажиры были эвакуированы. В 2015 году Скеттино был признан виновным и приговорен к 16 годам и 1 месяцу тюремного заключения. Затопление привело к значительному ущербу окружающей среде.
Лайнер перевозил большое количество топлива, и когда оно опрокинулось, топливо вылилось в окружающие воды, представляя опасность для морской жизни и экосистем. Были предприняты значительные усилия по локализации и удалению топлива, но инцидент все же вызвал загрязнение и экологический ущерб. Обломки представляли серьезную проблему с точки зрения спасения и удаления. Операция по снятию лайнера с мели и его буксировки с острова Джиля была сложным и трудоемким процессом, требовавшим опыта спасательных компаний и использования специализированного оборудования. Успешная спасательная операция завершилась в июле 2014 года, более чем через 2 года после катастрофы. Крушение оказало негативное влияние на круизную индустрию в целом. Это привело к снижению доверия пассажиров и вызвало обеспокоенность по поводу мер безопасности на круизных лайнерах. Инцидент побудил круизные компании пересмотреть и улучшить свои процедуры безопасности, учения по чрезвычайным ситуациям и обучение экипажа, чтобы успокоить пассажиров и предотвратить подобные инциденты. Это вызвало переоценку правил и стандартов безопасности в морской отрасли. Эти изменения были сосредоточены на конструкции лайнера, аварийных процедурах, обучении экипажа и внедрении технологий для повышения безопасности и предотвращения несчастных случаев. Затопление получило широкое освещение в СМИ, что повысило осведомленность общественности о безопасности на море и потенциальных рисках, связанных с круизными путешествиями. Инцидент вызвал дискуссии и дебаты об обязанностях круизных операторов, членов экипажа и регулирующих органов по обеспечению безопасности пассажиров и экипажа. В целом, крушение оказало глубокое влияние на различные аспекты, что привело к изменениям в практике безопасности, правилах и общественном восприятии круизной индустрии. Трагическое событие послужило ярким напоминанием о важности обеспечения безопасности пассажиров и необходимости постоянной бдительности в морском секторе.